Значит, для крышки у меня вот такое приспособление из пенопласта. Это не моя идея. Идею я давно уже использую. У девочек-мастеров подсмотрела. У многих мастеров такое вот приспособление есть. Автора я, к сожалению, не знаю, так бы назвала. Ну, давно я уже вижу его в интернете. В общем, и мне тоже оно нравится, это приспособление. Значит, как я поступила? У меня здесь вот расчерчено 3 на 3,5. Вот так вот 3,5, вот так 3,5. И шахматкой я так расчертила сюда и сюда одинаково. Крышечку я плету веревочкой, не веревочкой, а ситцем. Ситец, я извиняюсь. Ситцем. Значит, смотрите. Мой размер донышка, вот бумажка по фанере. Я отступила, значит, с каждой стороны по 4. Здесь 4, здесь 4, здесь 4, здесь, в общем, по 4 сантиметра меньше, чем выкройка. И вот этот размер, вот он, отсюда до вот этого вот размера. Вот такой мне нужен размер. Значит, я взяла стоечки, сдвоила их из 2 трубочек. Вот из 2 трубочек, вот здесь у меня соединение. Вот 1, 2 и тройные стоечки. У меня сдвоенные они. Здесь мне надо, чтобы 4 было свободного, и здесь 4 свободного. Ну, вот так вот я здесь оставляю, и здесь, и там с запасами. И на эту, конечно же, сторону. Вот, и плету. Плету ситцем. Значит, я сейчас дошла, вот у меня идет вот эти вот стоечки, через каждых 5 рядов мне нужно вот стоечки. Вот сейчас я вам покажу. Вот я должна отступить, и вот как я плету. Вкладываю стоечки в свои заглушечки. Наращивание обязательно смазанным широким краем. У меня просто заранее уже я промазала. Так, здесь у меня остается длинный хвостик. Так, сейчас я вот так сделаю. Вам будет лучше видно. Вот так. Приподниму. Вот здесь мне надо оставить 2 стоечки. Вот так вот она и остается. Беру следующую стоечку. И начинаю вот здесь вот, оставляя для стоечки край свободный. Вот нужное количество оставляйте. Мне надо, чтобы 4 сантиметра было. Вот так. Немножечко примну, и все. Наращивание за стойкой. Так, подошла я к краю. Здесь 2 стоечки у меня оставлены. Уже мне не нужно стоечки. И теперь я обязательно вот эту часть приминаю, чтобы был мягкий изгиб. Уложила стоечки в свои заглушечки сюда. И здесь проверяю, чтобы было ровно. Все, пошла дальше. Как обычный ситец. Здесь наращивание за стойкой. Здесь тоже подхожу к краю, обязательно приминаю, чтобы мягкий был поворот. Все. Продолжаем. Наращивание за стоечками. Крутила.
Когда еще там много края, то все время надо следить, чтобы попадали. Так, примнула краешек, повернула. Ну, вот так вот я и нужную мне высоту проплетаю. Вот готово у меня уже. С шаблона я сняла вот эту вот заготовочку и продолжаю с ней дальше работать. Теперь вот у меня везде стоечки остались, вот эти, которые длинненькие, я здесь подрезала, мне больше 4 не нужно, я тут 6 с запасом, в общем, отрезала стоечки, чтобы они не мешались мне. Так, смотрите, мне нужно еще вот сейчас в этом ряду, еще вот здесь вот, чтобы стоечки были, я буду сейчас их и оставлять вот этими хвостиками, где в начале. Здесь я буду оплетать вокруг веревочкой из 2. Так, вот так. Так. Оставляю и оплетаю. Вот она. Веревочка из 2 по кругу. Вот они, эти 2 стоечки. Потом в следующем ряду я их вот так выведу. Так, наращивание. Это я уже пошла цветом номером 3. Если я внутри плела 2 и 1, использовала цвет номер 1 и номер 2, то края оплетаю уже цветом номером 3. И 4 и 5 я сделаю, наверное, краешек. Ну, потом покажу. Пока что 3 у меня в работе. Цвет номер 3. Ну, чтобы опять же было это с коробом у меня в одинаковых цветах. Так, смотрите, дошла я до уголочка. Здесь пока что одна у меня стоечка, но я потом еще ее добавлю. Так, вот как я ее оплетаю. Покажу сейчас вот так ближе. Вывожу ее строго вот так 45 градусов. И оплету. Эти стоечки тоже оплетаем. Так вот укладываю ровненько. Наращивание за стоечками. Сейчас еще к одному уголку подойду, чтобы закрепить, показать вам, как еще раз я в уголочках поступаю. И потом уже самостоятельно мы с вами будем уже плести по кругу. Ну, обязательно еще я проверю. Вот возьму линеечку, и чтобы здесь у меня было по 3,5 сантиметра одинаково везде, проверю. Так, подошла я к уголочку. Вот одну я 2 оставляю и одну вывожу вот так. 2 оплетаю отдельно. Вот так. Все, этот выставляю в уголочек, эту стоечку, и разворачиваюсь в эти. Так, здесь у меня от изоленты я крепила к пенопласту. Здесь я обязательно пройдусь, еще их подкрашу тем же составом, которым я красила трубочки. Так, наращивание. Все по кругу оплетаем. 3 ряда я проплела веревочки из 2. Я еще проплету. Вот просто я остановилась на том моменте, где я вставила стоечки. И сейчас вам покажу как. Сразу я не вставляла, так как они могут
плетении, чтобы они были зафиксированы, поэтому я вот проплела немного, теперь я их вставлю. Плести я буду, вот видите, беленьким. Вот мне такой размер нужен. Я еще сейчас проплету третьим цветом. Это было у меня 3 ряда, еще 4-й ряд я проплету веревочкой из 2 третьим цветом. Но прежде вот здесь вот сейчас я вставлю стоечки. Вот я немного вам покажу. На уголочке мне тоже здесь надо добавить стоечку. Я добавляю цветом номер 5. И вот так вот развожу между стоечками. Вот так. Между стоечками. Все. Так я все стоечки, которые по 2, утроила и добавила. Ну, уже дальше сама сделаю, вы тоже самостоятельно. Я вам показала, как я это делаю. Хочу вам показать, как с углами я работаю. Ну, их надо же выводить не кругленькие, не закругленные, а чтобы они уголочками выглядели. Вот я вам покажу. Вот у меня снизу выкройка, по которой я работаю. Значит, смотрите, вот я делаю вот так и уголочек формирую. Ну и плету по узору веревочкой из 3. Опять же делаю вот так через 2 за 3. Ну здесь я, конечно же, подрежу, но уже вам покажу, как это будет. Вот так за 3. И вот угол у меня сформирован. Вот видите, я так поступаю. Так, крышка, когда прогрунтована, почему я ее не делала бортик до этого? Для того, чтобы она стала ровненькая и жесткая. Теперь бортик, внутренний бортик сделаю ей. Вставляю стоечки на 3-м ряду от краешка. Так я высчитала. Вы сами себе высчитаете, где у вас находится вход в бортик, в корзиночку бортик, где вам нужно сделать. Вот так я вставляю. Смотрите, еще одну вам покажу. Шилом делаю небольшое углубление. Беру уже сухую стоечку. И сюда. Шилом здесь же подкипаю и сразу устанавливаю наверх. На уголках покажу, как я сделала. Сделала по 2, потому что здесь достаточно большое будет расстояние. И чтобы это все же понадежнее было, по 2 в одну вставила и развела немножко. Все. Я свои стоечки удвоила, чтобы это было понадежнее. Ну, по 2 вставила. И веревочкой из 2 оплетаю мои стоечки. Я здесь уже пошла 2-й ряд. Ну, буквально, наверное, еще пару рядов я проплету. Веревочкой также из 2. Вот как оно получается. Не делаю слишком угол 90 градусов, но чуть-чуть вот наклон в эту сторону делаю. И вот так я оплетаю. Все. Проплела я 4 ряда веревочки из 2. Обрезала стоечки вровень с плетением. И сейчас нарастила по левую сторону от стоечек еще стоечки, которыми я буду выполнять загибку разгам. Разгам в 3 прута. Так, берем с любого места, начинаем. Напоминаю, как я ее плету. 1, 2, 3. 3 прутика завела. Беру с крайней левой, крайнюю левую и завожу за 2-ю стоечку. Обрезаю чуть-чуть дальше стоечек, чтобы накрыть их, пенечки мои. Все, накрываю стоечкой, но накрываю вот здесь вот, чтобы было с этой стороны вот так. Обвиваю трубочку срезанную, беру левую, крайнюю левую, за 2-ю стоечку завожу перед 1-й и срезаю, чтобы пенечки закрыть.
накрываю стоечкой. Вот с этой стороны, чтобы оно обвило. Все, следующую беру. Загибка разгам. Я на нее ссылочку дам. Подробнее вы потом еще посмотрите. Все. Перед тем, как делать загибку и вставлять стоечки для загибки, я советую срезанными стоечками пойти и померить на крышечку, все ли вам по размеру входит. Вдруг она не будет входить, и вам придется там, может, расплести или что-то там. В моем случае я увела стойки все вовнутрь, потому что все-таки немножечко не входил у меня бортик, и я его ввела все-таки внутрь. Вот угол ушла внутрь. Сейчас я вам на уголочке еще покажу, как я разгу делаю. Обрезаю так вот, чтобы пенечечки вот закрыл мой хвостик. Потом накрываю с внутренней стороны и обвиваю перед за вторую. Стоечку накрываю. Обвиваю. Вот как сейчас я еще сделаю цветочек и вам покажу на уголочке, как оно аккуратно получается. Не видно пенечков совершенно. Так, накрою и покажу. Вот, смотрите, все пеньки закрыты и угол мягкий, аккуратный. Все, еще потом этот бортик я еще отдельно, так как грунтованная уже крышечка, я его еще отдельно немного прогрунтую. И обязательно на ночь оставлю утяжелитель. Обязательно.